Когда у Роберта Паттинсона, в которого влюблена половина девушек планеты, спросили, как ему удается быть столь убедительным в любовных сценах, он, не покраснев, ответил: лубриканты и тантрическое дыхание. Паттинсон далеко не единственный, для кого тантра, свод расширяющих сознание древних индуистских практик, стал рецептом счастья и профессионального успеха. В 1960-е в моде были галлюциногенные наркотики, затем наступил Ниваги, западное общество подсело на йогу и прочие восточные учения, в 80-е и 90-е религией стал фитнес, в нулевые – диеты и новая эзотерика вроде каббалы и рейки. Привело все это к моде на дауншифтинг минус просветленным стало лень работать, тем более что людей с университетским дипломом стало гораздо больше, чем по-настоящему интересных рабочих мест. Но медитация безработных для западной цивилизации – это тупик, поэтому из все еще модной Индии импортировали тантру, которая с помощью несложных практик не гасит, а наоборот, очень сильно увеличивает энергетический потенциал. Личные тантра-гуру многим крупным бизнесменам заменили психотерапевтов. Главные пропагандисты тантры – Стинг и его жена Труди Стайлер. Они начали заниматься много лет назад и говорят, что благодаря этому им удается сохранить свой брак, бодрость ума и тела, а главное – способность заниматься сексом 8 часов подряд. Для справки, Стингу уже больше 60 лет. Мы увиделись несколько месяцев назад после длительного перерыва, мой приятель, из тех, кого называют мини-гархами, он крайне занятой человек, и я его не узнала. Я помнила этого человека перфекционистом-деспотом, он управлял крупными предприятиями, своей женой и 3 сыновьями. Теперь, несмотря на недавний развод, передо мной был помолодевший, похудевший, а главное, впервые за долгое время, счастливый мужчина. Съезди к моим друзьям Мартину и Марии на тантру, не пожалеешь. Минус, сказал он мне и поведал новые подробности своей личной жизни, о которых я предпочту здесь не докладывать. Можно было бы вспомнить фразу из анекдота про старого еврея: «Говорите и вы», но мой друг правда изменился. И заинтриговал меня больше, чем сексуальные подвиги Стинга. Представьте себе мир, где никто не ищет любовь и близость, потому что все это уже внутри вас. Каждый раз, когда мы ждем, чтобы что-то или кто-то нас заполнили, мы идем к зависимостям, пустоте и разочарованию. Вы сами и есть оргазм. Минус, произносит высокий плотноватый мужчина средних лет с пышной шевелюрой и благостным выражением глаз. Забавно видеть, как о высоких материях рассуждает человек, на котором в данный момент из одежды лишь полупрозрачная парея. Впрочем, и на остальных собравшихся в окуренной индийскими благовониями комнате, которую украшает статуя Будды, поглаживающего здоровенный эрегированный пенис, тоже практически ничего нет.
Нас 6. Я, Стюарт, 30-летний банкир из Лондона, бизнесмен Макс и студентка Элли, пара с Канарских островов, а также ведущая, Мартин и его жена Мария, невысокая блондинка родом из Лихтенштейна, которая смотрит на мужа полными обожания глазами. Все это происходит в Ранде, деревушке между Малагой, Марбельей и Севильей, среди крутых гор, с вершин которых в ясные дни видна Африка. Мартин не без самолюбования рассказывает сагу своей жизни. Родился в Йоханнесбурге, вырос в Намибии, дружит с Нельсоном Манделой и Стингом, изучал антропологию и теологию, жил в 19 странах, 7 раз был депортирован. Он выступает против существования виз, женился, воспитал 2 детей, открыл в Лондоне инвестиционную компанию, развелся, женился на Марии, после рождения сына подсел вслед за женой на тантру, бросил бизнес и открыл на краю Европы центр. Это было почти 10 лет назад, и сейчас у Мартина и Марии клиенты по всему миру, богатые, но уставшие от жизни люди. Те, кто слишком занят и может себе это позволить, выписывают Мартина с Марией к себе на индивидуальный курс тантротерапии и тантрического массажа. Остальные приезжают на групповые семинары, в Ронду или другие места, куда заносят эту необычную пару, в Рио, в Лондон, в Бангалор, в Умбрию. Ваш ум – это не вы, а всего лишь небольшая часть вас. Ум – хроникер вашей жизни, а не проводник, а работать мы будем с вашей энергией, которая может все. Минус, продолжает Мартин. Мне эти речи кого-то напоминают. Да. Ашо. Индийский гуру-бунтарь, 20 лет назад почивший, он в свое время объездил весь мир и надиктовал адептам книжки, которые стали бестселлерами. У меня ощущение, что Мартину Лавре Ашо не дают покоя. Кстати, не исключено, что не Стинг, а именно Ашо в свое время запустил тантрический тренд. А возможно, это даже не Ашо, а писатель Алдос Хаксли, ученый Тимоти Лири и прочие специалисты по расширению сознания, которые в конце 1950-х вовсю экспериментировали с ЛСД и прочими психоделиками, пока это не запретили. Лири называл трипы, от английский трип минус путешествие, минус состояние, которое наступало у человека под воздействием психоделиков минус опытом опустошения ума и утраты эго. Примерно то же самое нам предлагает сделать Мартин с помощью 12 тантрических ритуалов, которые должны сопровождаться особым дыханием, максимально глубокий вдох животом, чтобы он надулся, как барабан, и глубокий выдох, во время которого надо с силой выталкивать из себя воздух и сжимать интимные мышцы. Такое дыхание расширяет сознание почище любого психоделика. Несколько вдохов-выдохов, и мозг словно смещается вниз, в вагину, а от копчика по позвоночному столбу начинают подниматься жаркие волны. В Индии эту мощнейшую энергию называют кундалини, а тантристы говорят, что это лифи фарчи минус жизненная сила. Первый ритуал называется намасти,
В переводе с санскрита это означает «божественное во мне приветствует и соединяется с божественным в тебе». Я становлюсь почти вплотную к англичанину Стюарту. Сегодня я вижу этого человека впервые в жизни, и, глядя друг другу в глаза, мы начинаем тантрически дышать. Стюарт едва жив. Он как-то странно пыхтит и прячет глаза. Следующий ритуал минус чистое объятие. Просто дышите, подстроившись под дыхание другого человека, и обнимайте его без желания что-либо дать ему или что-либо от него получить. Минус командует Мартин. Стюарт краснеет, стыдливо отступает от меня на полшага и между вдохами лопочет ссоры. Дальше нам предлагают сесть друг напротив друга и, продолжая дышать, медленно себя ласкать. Эта практика называется ритуал любви к себе. Вы не найдете идеального мужчину, пока не станете идеальной партнершей себе самой, минус говорит Мартин. Постепенно я вхожу в измененное состояние сознания, это похоже на опьянение. Возможно, поэтому следующая ступень минус ритуал поклонения минус не вызывает у меня протеста. Выглядит это так: мужчина стоит передо мной абсолютно голый, а я опускаюсь перед ним в поклоне и распластываюсь на полу, касаясь ладонями его ступней. Затем мы меняемся местами. Я стесняюсь не столько наготы, сколько факта, что постороннего мужчину заставили поклоняться мне. Самой кланяться мне не стыдно. Оказывается, так ведет себя большинство людей, впервые пробующих тантру. Минус все мы в глубине души убеждены, что недостойны любви. Но спустя несколько вдохов и выдохов ум снова капитулирует, и мы со Стюартом входим во вкус. Я никогда в жизни не ощущала такой концентрации. Каждой клеточкой я чувствую энергию, свою и мужчины. Мне кажется, что мои мысли, мое дыхание, мои прикосновения обладают волшебной силой. Во время следующего ритуала, который называется слияние, мистика продолжается, хотя на первый взгляд все очень странно. На мне лежит и стонет практически голый Стюарт. Его голова у меня на груди, правое колено упирается в мою левую подмышку, а левое лежит у меня между ног. Поначалу мне дико тяжело, и вместе с выдохом из меня вырывается кряхтение, переходящее в стон. Но в какой-то момент я перестаю ощущать вес лежащего на мне англичанина, словно мы стали одним целым. Возможно, наши энергии действительно слились в единый поток. В перерыве нас кормят карри из овощей из тофу. В тантрическом центре готовят только вегетарианские блюда и только из органических продуктов. За столом я спрашиваю пару с острова Гран-Канария, зачем они сюда приехали.
45-летний владелец сети магазинов Макс и Элли, которая равно в 2 раза его младше, утверждают, что благодаря тантре родились заново. Я годами подавлял в себе эмоции, все время сдерживался, а теперь живу гораздо полнее, говорит Макс, накладывая себе 3-ю тарелку карри. Я тоже как будто проснулась, мечтательно улыбаясь, говорит его девушка Элли. Во время практик она дышала громче всех. Бабочки в животе чаще летают. Чувствую все острее. Интуиция стала сильнее. Эмоции переживаю ярче. Хочу плакать, рыдаю в голос. Хочу смеяться, ржу, как гиена. Я понимаю, о чем она. Я отщипнула кусочек хлеба, на вкус это была манна небесная. Съела ложку карри, и едва не испытала оргазм. Вышла на улицу, небо показалось мне необычно синим, словно в него налили аквамарина. При виде розов в саду мне захотелось заплакать. Пение птиц вызвало детский восторг. Но это, как оказалось, было только начало. Мы приступили к ритуалу Майдхуна, одному из главных в тантре. Женщина садится на колени к мужчине и обнимает его ногами. На индийских рисунках богиня Шакти именно в этой позе любит бога Шиву. Женщина в этой практике – динамическое начало. Именно она управляет процессом и решает, когда слиться с мужчиной. Индусы считают, что движущая сила Вселенной – женская энергия, и только в соединении с ней мужчина получает импульс, который помогает раскрыть его потенциалу. Что большинство из нас понимает под сексом? Рассуждает Мартин. Мужчина возбуждается, входит в женщину, кончает. У него происходит мощнейший выброс энергии, он устает и засыпает. Женщина не всегда удовлетворена. Мужчина переживает, что он недостаточно состоятелен. Так можно заниматься любовью, только если вы хотите детей. Тантрический же секс, когда мы перестаем стремиться испытать оргазм или удовлетворить партнера и выключаем эго в принципе. Мужчина становится безмолвным Буддой, не думает об эрекции, даже находясь внутри женщины. Вы поддерживаете его член в полувозбужденном состоянии, сжимая интимные мышцы. Таким образом, любовью действительно можно заниматься часами. Здесь, на семинаре, мы делаем лишь частичную майдхуну, без каитуса, но происходящее мне сначала кажется бредом. Я сижу на чужом мужчине. Дома меня ждет человек, которого я люблю. Чтобы не сбежать, я заставляю себя дышать, равномерно сжимаю мышцы, и постепенно все мысли, а затем и я сама, исчезают. Я забываю, где нахожусь, и теряю счет времени. Мой мозг растворяется, мир тоже растворяется.
Кажется, что ни меня, ни мужчины на самом деле тоже нет. Что я не женщина, а он, не мужчина, а оба мы – сгустки энергии. Мы связаны не только друг с другом, но и со всей Вселенной. И в этом измерении нет ни страха, ни боли, ни смерти. В самолете по пути домой я читала психоделический опыт Тимоти Лири и нашла там слова, которые максимально точно описывали мое состояние. Новые, ни с чем не сравнимые ощущения пульсируют в теле. По жилам растекается огонь жизни. Человек вливается в единый океан оргастического, текучего электричества, в бесконечный поток сосуществования и любви. П.С. После тантрического курса у меня было стойкое ощущение, что я разучилась думать, перестала контролировать реальность, как будто отпустила часть психологических защит, которыми, как баррикадами, всю жизнь ограждала себя от неприятностей. Все живые существа стали казаться своими, минус что кошка, что бездомный, что Стюарт. Постепенно это состояние прошло, но одно воспоминание о моем тантрическом трипе ежедневно действует на меня сильнее любого антидепрессанта. Осторожно, тантристы. Стинг. Начал заниматься 40 лет назад, в 60+ лет выглядит как мальчик. Он был первой чистой рок-звездой, не использующей в качестве допинга ни алкоголь, ни наркотики. Скарлетт Йоханссон. Есть версия, что тантрию учил Джош Хартнетт, партнер по фильму «Черная орхидея». Хитер Грэм. Если вы не пробовали тантру, вы не жили, минус, говорит актриса, которая занимается этим со времен съемок в фильме «Гуру» в 2002 году. Пав Дидди побил рекорд Стинга. По его собственному признанию, он однажды занимался сексом 30 часов подряд. Том Хэнкс и актриса Рита Уилсон женаты больше 25 лет, и всем говорят, что ключ к счастью в браке – регулярный тантрический секс. Челси Клинтон и ее муж, бизнесмен Марк Мизвински, обратились к тантре, когда готовы были развестись. Не развелись. Более того, с тех пор уже дважды стали родителями.